Ну что, приветик, друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi PUBG Mobile. С вами, как всегда, Яна. И я, наконец-то, могу сказать ту самую сакральную фразу. Я приехала в аэропорт Борисполь для того, чтобы встретить всю нашу команду по мобильному PUBG. Ведь наши парни прилетают на целый месяц на летний буткемп. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И впереди вас ждет очень много крутого контента. Собирай команду. Бери оружие. Приготовься к бою. Играй бесплатно на ПК и мобильном. Raid Shadow Legends. Первым на спот прилетает Матик, Виталий Шульга. Он мне прислал сообщение, он уже приземлился, проходит паспортный контроль, и прислал мне сообщение, что еду, скорее всего, надолго, поэтому поищи пока себе каких-то приключений и развлечений. Я вот думаю, интересно, чем я могу заняться в аэропорту? Ну, так просто, не знаю, может быть, барбекю, может быть, какие-то шашлыки. Ребята, пишите в комментариях, чем мне можно заняться. Так много людей выходит, и ни одного матика. Ни одного матика. Ни одного мобильного пабгера не выходит. Ну что, ребята, вот так вот незаметно для вас пронеслись 4 часа. Я уже успела покушать, уже на улице пошел дождь, приземлились оставшиеся ребята, а матик все еще не вышел из аэропорта. Much later. Я тут сижу 4 часа, жду, когда выйдет Виталик, и в какой-то момент я смотрю, и он идет. Привет. Привет. Давай на камеру Что случилось? 4 часа. Я сам не знаю. Я сидел, ждал 3 часа, а за час все сделал. Я кушать хочу, попить хочу. Сейчас мы тогда повезем Матика покушать, попить, и будем ждать уже, когда Glory and Company выйдут, и поедем уже в отель. Фух, ну что, друзья, 8:30 вечера, я все еще здесь. Я все еще жду оставшихся игроков. Матика уже накормили, слава богу. И ждем, когда все оставшиеся игроки выйдут. Вроде как прошли паспортный контроль, вроде как все хорошо. Даже Тигзи и Меку где-то вышли. Но я все еще их не вижу. Буду сейчас их искать. Ребята, привет! Привет! Тут я тоже есть. Привет! Привет! Как вы добрались? Нормально. Да нормально, только багажи начали больше оставить. Вы серьезно? Да. Короче, ребята, осталось только забрать Кицуни и нашего менеджера Сашу. Они наконец-то вышли. Всего лишь на часах у нас, на секундочку, так, просто для проформы. 21:09. Ребята уже встретились. Я тоже иду с ними здороваться. Привет, наконец-то, слава богу, вы пришли. Привет. Приветик. Как вы добрались? Все ли окей? Где твой чемодан? В Польшу. Проеб... А ты? Где твой чемодан? Там же, где еще? Чего я могу сказать? Просто оставили чемодан по приколу, а там у меня все шмотки просто, вообще все. У меня в рюкзаке только клава. Короче, мне кажется, что это отличное начало влога. Всего лишь 7 часов ожидания, ребята потеряли свой багаж. Но мне кажется, это хорошее приключение. Ну что, мы уже приехали в отель, где и живут наши игроки. Они уже здесь около 5 или 6 дней, здесь и пройдет наш месячный буткемп. Поэтому самое время залететь к ним в гости, узнать, как у них дела, как проходит их БК и наснимать для вас интересного контента. Тем более вы сами его выбрали. На платформе Socials при помощи наших токенов вы голосовали за контент, который хотите увидеть на наших каналах. И лидером голосования стал контент с мобильными пабгерами. Огромное спасибо за то, что принимаете участие в подобных голосованиях и за то, что выбрали Na'Vi PUBG Mobile. Поэтому, не теряя времени, давайте заходить уже к ребятам в отель, поднимаемся в практис. Ну и приятного просмотра. Приветик.
cool. Друзья, для тех, кто не знал, это и есть менеджер нашего состава, и не только нашего состава, а еще по Wild Rift и Free Fire внезапно. Саша, он же Glory Hunter. И, кстати, Сань, немного, наверное, странный вопрос в контексте мобильного PUBG, но Free Fire внезапно. Как мы к этому пришли? Да не знаю, шли к этому довольно долго. Шли где-то с февраля. Должны были этих же пацанов подписывать еще полгода назад, до чемпионата мира. Но так получилось, что подписали только сейчас. Собственно, и радуемся этому. Это не может не радовать. Но как отреагировали ребята наши на появление еще одной дисциплины, похожей на мобильный PUBG? Ровно параллельно, как и на другие 10. Окей, Сань, вы тут уже около 5-6 дней, вы уже заселились, уже обустроились. Как в целом вам отель? Нравится ли вам все? Ваш практис, ваши номера? Да, все комфортно. Парни живут по 2 человека в номере. Как они распределились? Как обычно? Молодые с молодыми, старые со старыми. По опыту. Ну, ты у нас живешь в соло, Кицарь. Ну, должен был с кем-то жить, но получилось, что живу в соло. Да, друзья, конечно же, мы в нашем блоге сегодня обсудим эту ситуацию, почему так произошло и почему по итогу Олдбой не приехал к нам на буткемп. Ну что, наш практис, ребята нас уже ждут. Привет, парни! Как настроение? Готовы к меди? Но я думаю, что зрителям очень интересно посмотреть, как же живут мобильные пабгеры в этом отеле. Поэтому, Тигзи, будь добр, пожалуйста, покажи ваш смету номер. Опять работа? Окей, у вас прям такая мужская атмосфера, мне нравится. Ты живешь с Меку, правильно? Да, я сплю тут, Меку тут спит. Как выбирали кровати? Дрались? Нет, просто забежали и легли на свои кровати. Какой у вас сейчас график по итогу? Изменился ли он сравнительно с графиком, который у тебя обычно дома? Да, у нас игры до 5 утра, и мы потом идем спать. И просыпаемся где-то в 3, а у меня дома был другой режим, потому что мы после турнира в 10 ложились, ну, я ложился спать и просыпался в 10, у меня как бы нормальный режим был. Угу. Ну, и исходя из этого, скорее всего, на завтраки в отеле вы не успеваете. Нет, и, ну, там не особо вкусная еда. Спасибо отелю за это. Значит, пользуетесь доставкой, либо нашли какое-то недалеко место, Да. где можно позавтракать. Что обычно заказываете? Любимое какое-то блюдо? Не знаю, я уже 3-й день подряд борщ ем. Украинский. И матик тоже с Серегой. И как тебе? Ну, все отлично, вроде вкусный борщ в этом ресторане, не помню, как он называется. Как тебе столица? Что ты уже успел увидеть? Какие вообще первые впечатления от города? Да, все нравится, чем-то похож на Санкт-Петербург. Угу. Вроде приятный город, все чисто. А где уже бывали, что видели? Помимо украинского борща. Да, мы только по центру чуть прогулялись и все. И в основном только вот тут ходили до ресторана максимум, и все. Ну, кстати, вы в аэропорту очень быстро справились, в отличие там от Матика, но единственный момент, вы потеряли свой чемодан. Ну, как вы, сотрудники аэропорта, скажем так. Привезли ли вам по итогу ваши чемоданы, и что у тебя там было вообще внутри? Что ты с собой брал? Нам привезли на следующий день после того, как мы прилетели. В чемодане у меня была вся техника, телефон, наушники и так далее. Игровой? Да, первый день мы не могли играть в турнир, потому что у меня телефона не был. А парни как бы в рюкзак брали все. Ну да, Кицуня, он красавчик, он уже на опыте, он все девайсы положил к себе в рюкзак и спокойненько уже играл. Ай, да хватит уже. Как это играть-то? Мурашки по всему телу. Вдруг я увидел солнце и сказал... Не могу у тебя не спросить, конечно же, вопрос, как тебе новый трейлер батлы? Внезапно. Нормально, я вроде отвечал уже. Мне понравилось. Будешь пробовать? Конечно. А что насчет Бравл Старс? Я видела, кто-то очень Что? много играет в Бравл Старс. Ну, я бы не сказал, что много играю, просто в свободное время иногда поигрываю и все. Маленькая история. Ребята прилетели, мы приехали в ресторан поужинать, и все ребята там что-то обсуждают, заказывают. Я понимаю, что ты во что-то играешь, скорее всего, мобильный PUBG. Но не тут-то было, ты играешь в Бравл Старс. Как будто бы ты уже метишь в новый состав. Ну, я думаю, еще пару месяцев поиграю и как раз подойду. Окей, давай с тобой обсудим ваш отель, ваш практис, как тебе ваш БК. Ну, вот эта комната конкретно очень хорошая, мне нравится, но вот номера такие тесноватые, не знаю, но 3 звезды как-никак. Я так понимаю, ты с Тигзи всегда живешь? На ланах вместе, на каких-то БК? Нет, в тот раз мы по-раздельному жили. Угу. Ну, в силу первый того, раз. что ковид, да. А наверняка были какие-то смешные истории.
из поездок, из ланов? Что-то, что можно рассказать. Ну, я вроде бы рассказывал из такого. Ты можешь у других поинтересоваться. Думаю, они тебе Есть расскажут. какие-то истории смешные? Спасибо, ты помог. Хорошо, давай вернемся к вашему практису. Как часто вы здесь находитесь, как много времени проводите в практисе, как много сейчас вы тренируетесь вообще? Ну, тренируемся по 2 прака, Угу. и все. Все остальное время тоже здесь находимся, кроме времени, когда мы едем в ресторан или просто куда-то пообедать. Это лакшери жизнь, Мгм. мобильный Ну, парк. или когда спим. Все. Чем вы занимаетесь обычно после праков? Каждый своими делами. Кто-то видео смотрит, кто-то во что-то играет. И пока ничего не обсуждали такого. Ну, как-никак 4 дня только на буткемпе. Мгм. Может, что-то дальше будет. А во что ты еще играешь, помимо мобильного PUBG и Brawl Stars? Не знаю, на компе здесь играл в колду и в Альхейм пока. Ну, я думаю, еще во что-нибудь поиграю другое. А в КС с парнями? В КС вот скоро будет. Будет жопа десятку вместе с Кицуни. Ты, как и Даня, впервые в Украине, впервые в Киеве. Как тебе город? Успел ли ты что-то посмотреть? Какие вообще планы? Что хотел бы увидеть в Киеве? Может, и попробовать? Ну, не знаю, у меня перед полетом был план съездить на картинг. И в целом все. А по городу, не знаю, ничего удивительного. Мне только дороги не понравились, которые вот эти плиточные. Прям вообще капец. Брусчатка. Так, город как город. Угу. Что по поводу еды, питания, продуктов? Насколько сильно отличается от привычной тебе еды? Ну, мы были не в многих ресторанах, возможно, не в самых лучших, но пока не было такого, чтобы мне что-то не понравилось. И напитки, и еда в целом очень вкусная. Угу. Тигзи рассказывал мне сегодня о том, что его график очень сильно изменился сравнительно с тем, который у него был дома. Что по поводу твоего графика? Во сколько ты просыпаешься, засыпаешь? Ну, у меня примерно так же, как и дома осталось. Я менял свой график дома только когда у нас был ПМВА в обед, тогда я менял. А так у меня всегда примерно одинаковый график, когда я ложусь где-то в 5-4 и просыпаюсь ближе к обеду. Хорошо, давай с тобой тогда обсудим National Cup Россия, который у вас был, MVP на секундочку. Как прошел турнир для вас? Почувствовали вы соперников или вообще все прошло на изи? Нет, турнир был очень легкий. Мы после первого дня сразу поняли, что уже турнир наш, можно деньги сразу нам отправлять. И как-то 3 остальных дня набирали меньше среднего, чем мы обычно делаем, и все, не парились просто. Угу. Кого ты можешь выделить из соперников? Может быть, тех же Аркредов? Ну, не знаю, Арки не такая сильная команда, там еще в основном были миксы, типа просто сборка игроков из разных команд, так что даже не знаю. Ты стал MVP этого турнира, получил за это вознаграждение. Насколько я знаю, вы делите вознаграждение за MVP среди всех участников команды. Да, это... Как вы к этому пришли и почему так? Ну, мы пришли к этому на первой МИ, когда нас только подписала Нави. Мы договорились то, что для одного игрока специально будем отдавать киллы, и чтобы сдали бабки за MVP, мы их просто на себя поделим, и все. Ну, просто как плюс к призовам. Угу. Для нас это было легко, и отдавать киллы это еще проще. Хорошо, помимо 10К призовых, вы получили еще инвайт на PMPL-CIS. Есть ли какая-то информация по поводу этого турнира? Да, есть пару команд, которые уже приглашены. Это Team Unique, 1217, Альянс. В целом нам все равно. Как бы на остальных. Вот есть лидирующие команды, которые всегда в первой 5-ке, 7-ке. Вот от этих команд мы всегда опираемся. Хорошо. Тогда, наверное, перейдем с тобой к самому актуальному, наверное, вопросу на данный момент. Это вопрос о нашем составе. Хотелось бы узнать лично твое мнение. Как думаешь, что произошло? Почему так случилось? Какая основная причина всей этой ситуации? И почему Олдбой по итогу сейчас выступает стенд-ином в КП? Когда все началось? Вот в какой момент появились какие-то первые проблемы в команде? Ну, я не знаю, наверное, это когда все начали работать конкретно, прям все старались, а он нет. У меня была тоже подобная ситуация в этой команде, когда я там мало играл, что-то пропускал. Вот у меня было похоже, но потом Серега типа говорит, давай играй, и все. Когда все начали играть, и получается один выделился. Угу. Какой конкретно период? Возможно, ты как-то можешь сказать, там, это какой-то турнир определенный? Полгода точно уже. Какой фидбэк ты получаешь от комьюнити? Что тебе пишут в личку? И читаешь ли ты вообще ее? Да, у меня постоянно просят управление, там вот эти коды, просто поздравляют с чем-то, и ничего особенного. Угу. Ничего по поводу ситуации все это не пишут? Нет, почему-то вот есть общее мнение, то, что всю команду хейтит, но конкретно меня это не коснулось, вот именно меня. Хорошо, какие планы на этот бокал лично у тебя? Чего ты ждешь от этого буткемпа? Пройти Альхейм.
Но у нас на следующих турнирах не будет помощников, эйм-ассиста. И конкретно я учусь стрелять. Я приехала на буткемп, чтобы учиться стрелять. Ну, звучит как... Но раньше хороший план. как я стрелял? У нас была эта помощь, ты просто кидаешь прицел, и он сам доводит. А сейчас как-то... Сейчас будет посложнее. Да, уже самому придется. Ну что, Серега, ты уже в Киеве не первый раз. Все мы помним ту историю, когда вы на Майдане разбили стекло и очень стремительно, быстро и медленно убегали от полицейских по ступенькам. Как тебе вообще Киев, вот сравнительно с теми временами, когда ты его застал, будучи еще в школе? Ну, когда я учился в школе, знаешь, я не обращал внимания на там, какую-то архитектуру, вообще целость, ну, состояние города. Мы просто как бы ходили там... Город как город, не знаю, мы в центре просто погуляли, но в центре хорошо, тут тоже как бы неплохо, у нас торговый центр прям рядом, можно зайти как бы там купить все, что нужно, магазинчик там хороший, знаешь. Расскажи, для чего мы вообще организовали этот буткемп, к чему мы готовимся, или это просто ради какого-то командного духа, ради медички, в конце концов? Ради медийки, конечно, в первую очередь, да, а на самом деле просто готовимся ко второму сезону по МПЛ, это важно. Для нас сейчас как-то, ну вот, встретиться, собраться, наконец-то провести время вместе, там, потренироваться, да, поиграть в паб, когда можно, ну, вот, какие-то, знаешь, на самом деле это важно, что, допустим, ты допускаешь какую-то ошибку и, ну, не просто там ливаешь из Дискорда там и так далее, а можешь прямо на месте взять, поговорить с человеком, да, обсудить, почему именно так сделал, почему не иначе. Вот это, конечно, плюс. Плюс увидеть какие-то реальные живые эмоции человека, это все важно. Как много вы сейчас тренируетесь? Вот командно и индивидуально? Слушай, на первые дни не особо много, потому что было много организационных, да, моментов. Мы все равно продолжаем играть в праке там в день, но практически не стримим, потому что всегда вот есть вот эта вот нужда там выйти куда-то поесть банально, да, потому что в отеле поесть не получается. Всегда об этом как бы нужно думать, держать в голове. Ну а так что, просто играем в обычном режиме 4-8 праков в день. Нормально. Угу. Недавно вы выиграли турнир «Месяц Литрела». Расскажи подробнее про этот турнир, про сам формат, кто участвовал. Ну, предельно простой формат. Было 4 игры, если я не ошибаюсь, да. Один контент-мейкер, плюс мог позвать абсолютно любую команду. В принципе, там 99% команд были по типу контент-мейкер, плюс 3 про-игрока. Вот. Ну, по сути, обычный турнир был. Понимаешь, такие турниры, они очень... 4 игры, да, они очень зависят от побед. То есть тебе нужно побеждать, чтобы выиграть турнир, иначе просто тебе очков не хватит. Ты можешь как бы стабильно играть, а победит все равно команда, которая одну катку нереально жестко всех унесла, и все. У нас это получилось, мы там хорошо сыграли одну игру, вот, и остальные просто стабильно. И все, первое место как бы было обеспечено благодаря этому. Ну там заскамили, короче, на ЮЦ. Окей, вы прилетели на буткемп на целый месяц. А какие планы? Что хотел бы увидеть в Киеве? Может быть, сделать что-нибудь совместное? Прыгнуть с парашютом, как вариант? Да? Ну, прыгнуть с парашютом, наверное, да, за 100 миллионов тысяч лайков. Вот, за миллиарды триллионов. А так, не знаю, ну просто какие-то активити, знаешь, не хочется, конечно, целый день проводить в практике. То есть, понятное дело, там мы играем и так 4-8 праков в день, это как бы всегда дефолт. Также хочется просто как бы провести время с командой. Вот это тоже на самом деле важно и неотъемлемая часть прогресса нашей команды. Ну, будем этим заниматься, съездим куда-нибудь, я не знаю, там, может быть, на квадроциклах, может, поиграем во что-нибудь, пейнтбол, страйкбол. Хорошо, все мы ходим вокруг да около. Конечно же, есть очень интересный вопрос. Стоило мне немного выпасть из мобильного PUBG, заняться медиа на Нави Junior, как все полетело в тартарары. Не могу спросить у тебя, как у гейм-лидера, что произошло? Были проблемы у там, Димы, были проблемы личного характера, там просаживался его онлайн в игре, да, человек просто меньше играл, и на протяжении там, ну, долгого времени, да, нескольких месяцев мы просто вошли в положение и сказали, ладно, без проблем, решай свои как бы вопросы, мы тебя не торопим никуда, да, а просто хотя бы, ну, вот реши проблемы и давай дальше играть как бы в команде. Нас это устраивало, мы все понимали. Но когда прошло время, там 3 месяца уже прошло, да, вместо старых проблем начали появляться новые проблемы, человека в игре практически не стало.
при этом были обещания и договоренности, что там будет заходить человек в игру. Такие же проблемы на самом деле были у Меку, да, что он в какой-то момент очень мало заходил в игру. При этом, когда я ему сказал, там, надо, мол, больше играть, в принципе, да, Меку стал сразу больше играть. Ну, у Димы, к сожалению, это не получилось. Конкретный переломный момент, да, случился во время ПМПЛ ЦИСа, когда после него мы собрались, и Дима дал нам обещание, что вот сейчас у него там остались мелкие проблемы, да, там, это проблемы с его машиной, проблемы с переездом, вот. Мы как бы сказали, окей, но, блин, чувак, эти проблемы не должны, по сути, влиять на там, твою игру, да, потому что это не прямо важные какие-то вещи, которые должны мешать работе. На что он сказал, да, окей, я понимаю, и мы договорились, что будем играть там по 10 игр в день, хотя бы, каждый, да, обязательно. На что он сказал, окей, он сказал, что там, мол, да, я обещаю вам, что вот там я покажу вам, на что я способен, вы все сами увидите, мол, там я буду жестко играть, я буду прям 24/7, все, вот 2 дня я возвращаюсь в игру. Прошло 2 дня, в игре его там не стало, он просто не заходил в нее, мог зайти только на праке или вообще на праке даже мог не зайти. И как бы была основная вот договоренность, да, которую я упустил сейчас, что если он не сдержит свое обещание, он ПМПЛ EMEA пропускает, играет пек, который должен был быть лан, да, и потом уже мы как бы смотрим по ситуации, остается он в команде, не остается или уходит куда-то. То есть он прям озвучил, что если он не сдержит обещание, то он готов там просто уйти, оставить команду в покое, как бы, да, больше не давать нам каких-то ложных обещаний и будем двигаться как бы уже порознь. На что мы согласились, это было довольно честно, да, то есть если он играет в команде с командой, если не играет, ну, то у него другой, видимо, путь. Приходит время по МПЛ EMEA, Дима так и не играл, как бы, да, не заходил, и зашел, попросил нас собраться, как бы, в войсе, да, мы собрались, и он сказал, мол, парни, ну, вот так-то, так-то, да, я не сдержал обещания, начал там рассказывать какую-то свою историю, почему он не сдержал обещания. Нас это уже особо не волновало, потому что, ну, мы не можем каждый раз слушать обещания, которые ни к чему не ведут. На любой нормальной работе, если ты не показываешь никакого результата, ничего не делаешь, просто отлыниваешь и так далее, ты не можешь просто дальше находиться в процессе. Это всегда так есть, было и будет. Ну, и мы ему сказали, что в ПМПЛ EMEA он просто не будет играть, как мы и договаривались. Он сыграет пек и пусть дальше делает, что хочет. На что он попросил дать ему очередной последний шанс, и Меку согласился предоставить ему его, согласился предоставить ему слот в команде на 1 день. Дима поблагодарил, мы сыграли первый день, и как бы, ну, все, мы сыграли нормально, как бы команда играла нормально. Но на следующий день, когда мы играли командой без Димы, результаты были намного лучше, мы как бы просто чувствовали себя лучше по игре, по атмосфере, да, в команде. И, ну, собственно, все за нас говорят результаты, да, что мы закончили на первом месте с огромным отрывом, что мы могли, в принципе, не заходить на последние игры, да. Вот это был переломный момент, а после ПМПЛ EMEA он просто уже там никуда не писал, нигде не появлялся, в игру не заходил. Ну, мы решили, что все, как бы это все подошло к какому-то логичному своему концу. Окей, ты как ингейм-лидер в какой-то момент всей этой истории мог как-то повлиять на всю эту ситуацию? Смотри, да, тут важно как бы пояснить в этой истории, что на протяжении там всех 6 месяцев, что длилась вот эта история, да, это на самом деле история, которая произошла не за последний месяц, а за полгода. На протяжении всего этого полгода мы там разговаривали 5, 6, 7, я не знаю, 8 раз, и когда мы просто просили Диму там играть. Мы как бы все понимаем, что мы должны быть благодарны там, тому, что у нас есть эта возможность, что мы можем таким образом зарабатывать деньги, да, получая удовольствие. Ну, мне кажется, глупо просто упускать такую возможность. Да, там у тебя есть проблемы в личной жизни, но, ну, у всех они есть. Да, и все как-то с ними справляются. Ты вот говорил про переломный момент. Я так понимаю, что точка невозврата уже пройдена. Да. Или можно что-то изменить в лучшую сторону? Ты знаешь, просто уже было слишком много обещаний, и тяжело играть с человеком, которому ты не доверяешь, понимаешь? Это сказывается и на игре, и, в принципе, на твоих отношениях. То есть каждый раз, когда ты ждешь чего-то, это не сбывается, то к человеку пропадает доверие, пропадает желание с ним вообще работать, играть, потому что ты знаешь, что он тебя может в любой момент подставить. И, ну, это все логично просто завершилось. Он сейчас как бы тратит себя в новой команде, ну, замечательно, нас это как бы полностью устраивает. Если ему будет супер, то нам как бы супер. Наша нынешняя команда сейчас, ну, как мне кажется, в идеальной форме, в идеальном формате, где все игроки знают, что им нужно, все игроки замотивированы и просто, ну, мы вместе движемся к цели. У меня нет вопросов там ни к одному там человеку, да, в команде
по мотивации, там, по результатам. Сейчас, по-моему, все отлично. И я надеюсь, так и будет дальше. Ну что, мы отсняли наш медиа-день, поэтому решили с ребятами немного прогуляться и прийти поиграть в баскетбол. Я не попал, братан. Это, кстати, еще и рыбол. Оттуда? Это, короче, как... Ну что, ребята, как результат? Кто у нас самый меткий? Надо было вот это попасть. Меня все слушают. Кто у нас самый меткий в команде? Нет, Самый меткий? не выиграл. А где Меку? Ребята, где Меку? Он думает. Он тренится. Меку просто остался в отеле, немного устал после медиа, поэтому отдыхает. Ну что, друзья, на такой вот ноте наш влог подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте нам побольше лайка, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем огромное спасибо. Всем пока-пока.